Народ, всем привет! И сегодня я вам хочу рассказать про очень классную штуку, которую я недавно приобрел себе на AliExpress, а именно вот про такую вот умную Wi-Fi розеточку для умного дома. Вещь очень классная, я очень доволен, если честно, и сегодня я вам расскажу, что это, как это подключается и на что, в принципе, оно способно. Поехали! И, как говорится, встречают по одежке, а приходит она к нам, наша розеточка, вот в таком вот виде, в такой вот коробочке. Написано, что она может работать с Amazon Alexa, работает с Google Ассистентом, но почему-то на коробке не сказано о том, что она у нас также отлично работает с приложением Tuya, и ее можно подключить к нашей русскоязычной Яндекс.Алисе вместе с приложением Tuya. И можно делать очень даже классные вещи, классные сценарии, завязывать ее с Алисой, с умным домом. В принципе, я покажу, как я ее использую и для чего она бралась. А в коробке, если мы ее откроем, нас встречает инструкция по эксплуатации, в которой, конечно же, описано, где скачать приложение и как это чудо техники подключить. И сама розеточка, стоящая вот в таком вот патроне. Собрана очень добротно, выглядит очень хорошо, ничего не люфтит, ничего не болтается. С заземлением, как здесь, так и здесь. Производитель Girrer. И что же написано у нас на самой розетке? Написана модель JRPM01. Написано, что она может работать как от 100, так и 240 вольт, 50-60 Гц, 16 ампер может быть у нас нагрузка, и 3,5 киловатта при этом она должна выдерживать. Работает в сети 2,4, в сети 5 ГГц эта штука не работает. И написано только для использования внутри, for indoor use only. То есть это не уличный вариант. Для тех, кто вообще в принципе не сталкивался с такими устройствами, я объясню, как оно работает. Вы втыкаете ее непосредственно в розетку и в нее включаете потребителя. Неважно, что это там, лампа, все что угодно. И дальше программируете ее со смартфона через Wi-Fi. Что она умеет? Конечно же, просто включать и выключать. Но при всем при этом она может включать и выключать как по таймеру, настроенному внутри. Можно также включать рандом, интересный режим, когда вас нет дома, она сама может включать и выключать лампу абсолютно в рандомном порядке и имитировать ваше присутствие дома. Или, конечно, основная ее фича – это удаленное управление со смартфона. Вы можете включить ее или выключить. В принципе, и все. Также ее можно подключить еще к умным помощникам, таким как Алиса, либо в режиме освещения, либо в режиме какого-нибудь электроприбора. Я сделал именно так. Одну из таких розеток, а я их купил несколько, я подключил к Алисе и настроил на нее в детской лампу. Это очень круто. Ребенок ложится спать, можно сказать, Алиса, выключи лампу через 20 минут, и Алиса через 20 минут погасит свет в комнате, когда ребенок уснул. Очень удобно. Алиса, включи лампу в детской. Алиса, выключи лампу через 5 секунд. Хорошо, запомнила. Сделаю сегодня в 17 часов 21 минуту. Кроме этого, данная розетка предоставляет в том же самом приложении Tuya очень-очень много данных о своей телеметрии. Можно посмотреть напряжение на ней, можно посмотреть, сколько ампер или киловатт в час в данный момент потребляет тот или иной подключенный к ней электроприбор. Также есть очень интересная функция Overcharge, то есть при превышении лимита по силе тока, при перегрузке, данная розетка должна отключиться. Ну и мы, конечно же, сегодня проверим, сколько же она может вытянуть и отключится ли она на самом деле. Ну, а теперь давайте я покажу, как настраивается это устройство. Изначально нам нужно включить ее в розетку. И как мы видим при включении в розетку на ненастроенной розетке, у нас горит красный светодиод. Для того, чтобы зацепить ее за свой Wi-Fi,
Вам нужно нажать кнопку и удерживать ее до тех пор, пока она не начнет моргать. Розетка перезагрузилась и начала моргать с красного на синий цвет. Это значит, что она готова сопряжаться с Wi-Fi. Дальше нам нужно зайти в приложение Tuya. Итак, качаем из Play Market приложение Tuya Smart и заходим на него со своего смартфона. Дальше нам нужно зарегистрироваться в нем, но подробно об этом я рассказывать не буду, это очень просто, это осилит каждый. После того, как вы зарегистрировались, нужно в верхнем правом углу нажать на плюсик и добавить устройство. При этом, напомню, наша розетка моргает красно-синим светодиодом. Дальше нам нужно найти Wi-Fi розетка сразу сверху. Жмем туда, выбираем наш Wi-Fi, это должно быть обязательно 2,4 ГГц, напомню. В 5 гигагерцовом Wi-Fi данная розетка не работает. Жмем «Далее». Приложение нам рассказывает о том, что желательно сбросить розетку. Жмем «Вперед». Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд. Это мы сделали. Убедитесь, что индикатор мигает. Он мигает. Жмем «Вперед». Индикатор мигает у нас быстро. И вот наше устройство, которое найдено. При этом индикатор на розетке мигать перестал. Если он мигал с красного на синий, то теперь говорит одновременно, скорее всего, и красный, и синий таким фиолетовым цветом. Это говорит о том, что розетка успешно добавлена. Жмем «Далее» и обзываем данную розетку, как мы хотим. Операция выполнена успешно. И завершить. Вот произошло подключение приложения Tuya к нашей новой розеточке. Ну а теперь давайте пробежимся по меню самого приложения Tuya. Начнем с него. Тут мы можем видеть 4 основных снизу элемента. Это меню Power, то есть включить и выключить саму розетку. Меню таймера, в котором мы можем установить несколько разновидностей таймера и поведения розетки. Это как сам таймер непосредственно, отсчеты, рандомное включение, включение по расписанию в то или иное время, когда мы зададим, и так далее. В меню Electric мы можем видеть всю телеметрию, сколько наша розетка потребляет в амперах или миллиамперах, в мощности в ваттах, сколько на ней в данный момент вольт, и сколько киловатт-час она съела за какой-то промежуток времени. Расписание обычно дается по месяцам. И меню Settings управления. Первый пункт Switch Log. Мы можем видеть, когда она включалась, когда выключалась по времени. Далее статус реле. Здесь розетка просит настроить именно статус своей релюшки. Если мы выберем Off, то каждый раз, когда мы будем включать розетку в розетку, она будет в выключенном состоянии. Он в постоянно включенном. Либо запомнит последний статус. В каком положении вы ее выключили, в таком же она и останется при включении в следующий раз в розетку. Можно сделать так, чтобы индикатор не работал и не мозолил вам глаза, либо работал опять же в разных режимах. Overcharge Switch – это защита от перегрузки. Мы ее установим и в дальнейшем проверим. И защита от детей. Также сверху есть еще меню карандашик. И здесь мы можем обозвать нашу розетку. Но мы ее переименуем как розетка в спальне. Можно ставить мгновенный сценарий и автоматизации. Это уже завязка с умным домом на разные датчики. То есть, когда кто-то попал, допустим, в датчик движения, связанный с Tuya Smart, включается данная розетка, к ней может быть подключен, прожектор, и вы увидите, кто к вам пришел.
В информации об устройстве вы увидите MAC-адрес вашего устройства, его IP-адрес и в каком часовом поясе оно работает. И мы можем видеть уже непосредственно в самом приложении TUYA, с какими может работать ассистентами данная розеточка. Это Alexa, Google Ассистент, SmartThing, Xiaodu, Tmall Jinyu и Яндекс. По настройке в самой TUYA тут все. Ну а для тех, кто хочет добавить данную розеточку в умный дом от Яндекса, то вам нужно зайти в приложение Яндекс, далее умный дом. Как видите, у меня уже в устройствах идет колонка, пылесос, про который я рассказывал, и две розеточки. Одна отвечает за розетку в зале, к нее подключен там телевизор и так далее, а ко второй лампа в детской. И вот мы будем добавлять третью розетку, жмем плюс, выбираем устройство умного дома, и уже, как видите, у меня в избранном стоит Xiaomi и TUYA Smart. Обновляем конфигурацию TUYA Smart, и мы видим успешно подключенное устройство, розетка в спальне, которое мы только что добавили в приложение TUYA. Они между собой синхронизируются и добавляют устройство. Далее мы выбираем свой настроенный дом. Вот то, о чем я говорил. Либо освещение, либо другие устройства. В данном случае у меня будет другие устройства. Про освещение я вам уже показывал. Жмем дальше, выбираем комнату, в которой у нас будет стоять данная розеточка. И все, сохраняем все параметры. Дальше это выглядит так. Алиса, включи розетку в спальне. Включаю. Ну а дальше давайте посмотрим, как отображает данная розеточка телеметрия и с какой мощностью она может работать. Для начала мы используем электрочайник. Сразу оговорочка. Первый момент, почему я покупал такую розетку, я хотел сделать удаленное управление на даче обогревателями. Обогреватели у меня, как вы помните, в одном из видео я рассказывал, на даче по 2 киловатта каждый. Соответственно, две розеточки мне нужно было. И было интересно. Допустим, выезжаем мы из дома на дачу, ехать нам недолго, всего лишь там минут 15-20. Из дома включил розетку с обогревателем, пока приехал, в доме уже тепло. Ну или дом догорает. Поэтому очень важно проверить, какую же мощность может выдерживать данная розетка, греется она или нет. И сейчас мы это с вами проверим. Для начала используем электрочайник. Включаем наш чайничек и переходим в приложение TUYA Smart. Ну а пока чайник закипает, заходим в меню нашей розеточки в спальне. И переходим в режим Electric. Тут мы видим, что сию минуту у нас идет 8,5 ампер и 1,7 киловатта. При этом напряжение самой розеточки 203 вольта. Чайник я специально налил полный. И посмотрим, при этом напряжении нагреется розетка за то время, которое он будет закипать, или нет. Итак, наш чайничек закипел. Причем, что интересно, у нас у чайника это брауновского провод достаточно тонкий, который под своими 8,5 амперами прогревается нормально сам. Да и стенд у нас испытательный, так себе. Я использую фильтр, на котором, опять же, номинальная 10 ампер. От него провод тоже немножко поднагрелся. Что же с самой розеткой? Значит, достаем нашу розеточку, отключаем от нее провод. Сама розетка, ну, чуть-чуть. Да нет, скорее всего, она не теплая. Чуть теплые идут у нас сами ножки, а вилка у нас от чайника, ну, тоже чуть теплая. Ну, теплая все-таки, да, теплая. Поэтому 1,8 киловатта на такую розеточку вполне приемлемо. Как видите, выдерживает. Но нам же интересно по максимуму. И у меня есть дома электроприбор, который сможет разогнать эту штуку до 3,5
киловатт, а то и больше. У нас есть проточный водонагреватель. А вот и наш испытательный стенд. Проточник на 5 киловатт, который работает в 3 режимах. Это 2, 3 и 5 киловатт непосредственно. И вот включена наша розеточка. Так мы проверим, сколько же она вытянет, что же покажет в приложении Tuya и сработает ли защита от перегрузки. Итак, проверяем еще раз. Защита от перегрузки у нас включена. Напомним, максимальные паспортные данные 3,5 киловатта. Заходим в меню «Электрик» и поехали. В первом режиме проточник выдает 2 киловатта. Продолжаем увеличивать мощность. Итак, 3 киловатта. И последний режим. И как видим, розетка выключилась. Включаем еще раз. Режим 3 киловатта и переходим в 5 киловатт. И розетка опять выключилась. Значит, защита работает. Увеличиваем мощность на проточнике до 5 киловатт. И розетка выключается. Ну вот, в принципе, и все, дорогие друзья. Все тесты, которые мы сделали, эта вещица прошла. Как видите, вещь надежная, ничего страшного не произошло. Работает так, как должна работать, легко настраивается, отключается, значит, вполне безопасно. В этот раз китайцы, в принципе, не подвели. Все очень качественно, красиво и аккуратно. Что можно сказать о стоимости? Я брал на распродаже их примерно по 5,5-6 долларов. Сразу несколько штук. И буду, как я и говорил, использовать их на обогревателе на даче. Поставлю несколько штук дома, чтобы включать или выключать какие-то электроприборы. Про лампу я вам показал, очень классно задействовать их в освещении. И обязательно поставлю такую штуку на насос бассейна у нас на даче. На данный момент там стоит аналоговая розетка просто с таймером, а я заменю ее вот такой, чтобы можно было контролировать включение и выключение насоса, опять же, удаленно. Бассейн будет всегда чистый. Про бассейн, кстати, много рассказано вот в этом плейлисте. Кому интересно, заходите. Вот такая вот классная штука. Ну а кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, ссылочку, где брал, обязательно оставлю. Всем пока!